Искусственный интеллект и эротика. Всем привет, да благословит вас Господь. Спасибо, что присоединились. Я подготовил для вас размышления под названием AI эротика. Эротика с искусственным интеллектом. Но прежде чем я перейду к этой теме, позвольте мне сделать глоток. Я восстанавливаюсь после нашей чудесной супружеской конференции, прошедшей в минувшие выходные. Это было великолепно и благословенно, но и крайне утомительно. Когда я пришел в свой кабинет на этой неделе, в свое приходское рабочее место, меня ждала коробка. И не могла быть коробка более драгоценной. Мне были вот это и это и это. О, спасибо, Фрэнк и Мэри. Я вам очень благодарен. Когда священник приходит уставшим и находит у двери пакеты с кофе, присланные издалека, он чувствует себя любимым и заботливо окруженным. Но сегодня я очень расстроился, прочитав пост, который мне прислали. Он был опубликован в бывшем Twitter генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом. Я хочу прочитать вам его слова и прокомментировать их. Но прежде всего очевидное и истинное. Смартфоны сделали людей глупыми. Цифровые технологии не стали тем благом, каким их задумывали. Количество психологических расстройств, которые возникли из-за принятия этих технологий, просто не поддается счету. То, сколько боли принесли нам смартфоны, огромно. И я думаю, что с искусственным интеллектом дело пойдет не лучше. Честно говоря, я не думаю, что все это закончится хорошо. Можно ли остановить или нет, это не в моей власти судить. Но одно я точно знаю, смартфон принес катастрофические последствия. А теперь мы слышим, что искусственный интеллект станет нормой в жизни каждого. И на этой неделе Сэм Альтман объявил, что OpenAI теперь будет предоставлять эротику с искусственным интеллектом, чтобы бедные, жалкие оболочки людей, в основном мужчины, могли вести разговоры со своими фальшивыми компьютерными девушками на темы Эроса. Может ли быть что-то более жалкое? Может ли быть действие, более ярко демонстрирующее полное падение и провал мужчины как мужчины? Я не думаю. Позвольте прочитать сам текст поста. Мы сделали чат GPT довольно ограниченным, чтобы действовать осторожно в вопросах психического здоровья. Мы понимали, что из-за этого он стал менее полезным или приятным для пользователей, не имеющих проблем с психикой. Но теперь, когда мы смогли снизить риски и разработали новые инструменты, мы собираемся ослабить ограничения в большинстве случаев. В декабре, когда мы внедрим систему возрастной проверки и принцип «взрослых как взрослых», в кавычках, мы разрешим даже больше, включая эротику для верифицированных взрослых пользователей. Жалко, Сэм, просто жалко, безнравственно и разрушительно. Мы уже пережили взрыв порнографии в цифровую эпоху, взрыв, который разрушает жизни людей. Как священник, работающий с людьми, с их грехами и зависимости, я могу сказать, ничто не было столь катастрофичным для духовной жизни молодых людей, как порнография. Ничто. Она буквально разрушает их жизнь, порабощая грязью, уничтожая самооценку и образ себя, мешая здоровым человеческим отношениям, убивая свидания, откладывая браки или полностью их разрушая. Это великое зло. И говорить о нем так, будто у нас нет данных о его последствиях, будто это вопрос свободы, это высшая степень безответственности. Это великое зло, которое такие технологические титаны, как Сэм Альтман, называли миру ради одной цели – ради денег. Эти жадные люди продают то, как они прекрасно знают, разрушить человеческие жизни. У нас есть все данные, все ясно, но они все равно это делают. Слово «порнография» состоит из двух греческих «порнея» – блуд, разврат, и «граффа» – писать и изображать. Порнография – это изображение непристойности и разврата. Когда-то она была вне закона. Американцы имели хоть какой-то моральный компас. В 1973 году, после дела Миллер, Калифорния, порнография стала законной. Это был очередной шаг сексуальной революции, разрушившей жизни миллионов. Очень плохое решение с катастрофическими последствиями. Мы должны это пересмотреть. Нужно запретить порнографию и вернуть нормальную жизнь.
Мы пересматриваем сегодня многие вещи как нация, и одной из первых должно стать прекращение порнографизации культуры. Порнография – демонщина. Демон блуда разрушит вас, если вы позволите. Она убивает вашу целостность, разрушает отношения с Богом и противоположным полом, несет огромные социальные издержки. Альтман называет это взрослым контентом. На самом деле это не контент для взрослых, это контент для извращенных и вечных подростков. Ничего взрослого в этом нет. Это ложь языка, прямо из «О дивного нового мира» и 1984. Мы живем в эпоху духовной эпидемии извращений. Порнобизнес доминирует на разваливающемся Западе, полностью поработил понятие приличия. Индустрия порно гораздо больше Голливуда. Когда я родился, девушке в Америке было бы стыдно появиться на людях в слишком откровенной одежде. Сегодня американские девушки стыдятся выйти в общество в слишком закрытой одежде, даже в церковь. Боюсь, Хью Хефнер сейчас горит в аду. Бедный человек за то, что он сделал. Но он владеет нашей культурой. Его влияние полностью ее подчинило. Тренажерные залы и пляжи стали аренами бесстыдства. Молодые женщины мешают смертельный яд для мужчины, а мужчины с готовностью его пьют. Господи, помилуй нас и пробуди нас. Каждое участие в порнографии – это служение сатане, акт деградации души. Насколько же одинок и жалок должен быть человек, чтобы прибегнуть к эротике чат GPT? Грязная жадность движет этой индустрией. Бог наблюдает, его глаза видят, он все приведет на суд. Не имейте ничего общества с этой мерзостью и с этими технокоролями, которые разрушают жизни. Не верьте, будто они не понимают, что делают. Ваши глаза, ваше сердце, ваша душа, ваше тело принадлежат Господу. Вы священны, вы созданы руками Бога. Для тех, кто видит физическими глазами, а это большинство из вас, ваши глаза – это величайший дар. Если вы крещены и миропомазаны, на ваши глаза был положен святой мира. Они освящены для славы Божией и для блага ближних. Смотрите на прекрасное и избегайте унизительного. Возьмите под стражу свой взор, заставьте разум и зрение служить любви к Богу. Как сказано в притчах, глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Будьте серьезны. Когда вы видите нечистое, не соединяйтесь с этим. Зло не в том, что вы увидели. Зло начинается, когда вы начинаете с этим внутренне соглашаться. Избегайте, отворачивайтесь. Делайте так, как делал святой и страдальческий Иов. Он сказал, что заключил завет со своими глазами, не смотреть на девицу. Этот завет мы тоже должны заключить. Ваши глаза освященны, чтобы видеть славу Божию. Порнография не усиливает здоровое сексуальное желание в браке, она убивает его. Это прелюбодеяние ума и сердца. И святой Павел говорит Ефесянам: не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте их, ибо о том, что делают они тайно, стыдно говорить. Да поможет нам Бог. А ты, мистер Альтман, поступи правильно. Сделай верный выбор. Да будет Бог с нами.